Любопытно развивается сюжет с вымышленной атакой беспилотников по резиденции Путина. Мы о нем даже успели отдельный ролик сделать, но обстоятельства, с тех пор, как мы его записали и когда он должен был выйти, поменялись невообразимым образом. К контексту добавился венесуэльский сюжет. Для начала обратим внимание на интересное явление. Путин до сих пор никак не высказался о лихом задержании Мадуро американцами. Кажется, хоть что-то сказали уже абсолютно все мировые лидеры, включая европейцев, которые с Мадуро не дружили и никаких связей не имели. А вот Путин, который не просто дружил, но и очень много вложил в этот режим, до настоящего момента не посвятил нас в свою точку зрения по этому вопросу. Очевидно, потому что ничего хорошего тут не скажешь. Помощь и поддержку обещать бесполезно, а ассоциироваться с проблемами у нас не принято. Тем не менее, американцы продемонстрировали. Международное право и неформальные понятия, которые дают главам государств, даже самых гадких, физическую неприкосновенность, их не особо интересуют. И тут особенно забавно вспомнить, как буквально несколько дней назад, в тот самый момент, когда Трамп явно наблюдал за тренировкой Дельты по штурму макета резиденции Мадуро, российская сторона принялась активно заламывать руки и рассказывать о небывалом вероломстве украинцев. Они, дескать, порушили все принципы и нормы, попытались покуситься на главу государства, в связи с чем нужно немедленно остановить все переговоры. Российская сторона, мол, отзывает все прежние предложения. Никто не знает, каковы они вообще были, но по причине такой подлой атаки все отзывается. Очень забавно эти два события друг на друга наложились. Призыв к международным нормам и понятиям, обращенный к человеку, который в этот самый момент решил посадить главу другого государства в свою тюрьму. Человеку, который плевать хотел на законы и нормы, пытаются объяснить, что атака на резиденцию врага — это нарушение законов, норм и каких-то там понятий, которого достаточно, чтобы его великий мирный план выбросить в корзину. Очевидно, в этом деле не преуспели. Трамп просто раздраженно от всего отмахнулся. Дескать, за кого вы меня держите? Сами по себе и стреляли. Чтобы как-то эффект усилить, доказать, что все было взаправду, российская сторона торжественно передала американскому военному атташе в Москве чипы от сбитых дронов. Смотрите, мол, полетное задание, оно вело прямо в резиденцию Путина. Но и этим вещдоком американцы не впечатлились. Мы подробнее поговорим о том, какой эффект история с дронами произвела в России и почему. Но тут важно отметить незапланированное сходство реакции на вымышленную атаку и настоящий арест. Трамп захватил Мадуро, и весь мир отреагировал на это либо вяло, либо вообще никак. Оказывается, скрутить диктатора — это не нарушение каких-то там табу. Никто особо по этому поводу не переживает. Скрутили — и ладно. Российское государство сказало: на нашу резиденцию де-факто, на нашего президента направили боевые дроны. А реакция примерно такая же. Ну, направили и направили. А может, и вовсе нет. Какая кому разница? Люди, которые мечтали, чтобы в мире царствовало право силы, чтобы вокруг закончились все нормы, вдруг обнаружили себя в мире, где норм просто нет. Главу государства нельзя захватить, судить у себя или посадить в тюрьму, там, в кутузку закрыть. Почему? Кто это сказал-то? Те же, в общем-то, люди, которые рассуждали о нерушимости границ в Европе, которые о правах человека все время твердят и военные преступления осуждают. Всякие гнилые либералы, на борьбу с которыми было положено столько внешнеполитических усилий со стороны российского руководства. Российскому начальству очень не нравился однополярный мир, где нельзя творить, что хочешь с теми, кто слабее. Хотелось многополярного, где кому попало можно обломать рога с вопросом: «А что ты мне сделаешь?» Ну что ж, мир такой настал. Что в этом мире должно защитить диктатора, который оказался не таким сильным, как себе воображал, от физической гибели, похищения или иного рода неприятностей? Перспектива ядерного конфликта? Так чтобы развязать ядерный конфликт, нужно быть живым и на свободе. Любые статусы, любые договоры, любая неприкосновенность существуют в рамках правил. Когда правила внезапно отменили, это очень скверная новость и для диктаторов тоже. Да, они могут расправляться с кем хотят, если хватит сил. Но не найдется логически непротиворечивой причины, почему кто-то, если уже ему хватит сил, не сможет расправиться с ними. Так, может, до кого-то запоздало и дойдет, что в мире, где действует право сильного, очень опасно оказаться не самым сильным. Что мир, где действовали нормы, пусть трижды несовершенные, был не так уж и плох. Что если нельзя взять и вторгнуться в чужую страну, то и твой самолет нельзя где-нибудь над Атлантикой взять и сбить. А это скорее хорошо. Короче, оставим всех диктаторов на свете ощупывать дивный новый мир. Очень опасный мир.
где удостоверение президента, особенно выписанное самому себе, никакой защиты не дает. А пока давайте поговорим о внутренней реакции на эту атаку на резиденцию Путина, которая тоже весьма характерна. Казалось бы, покушение на президента должно вызывать у всех шок. Официальные лица катают истерики и взывают: «Граждане, что же такое делается? Нашего любимого лидера хотели погубить враги». Надрывается пропаганда. И еще об одном акте украинского государственного терроризма – воздушной атаке дронов на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области. И прежде всего о реакции мировой общественности на попытку Украины нанести террористический удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Сегодня представили неопровержимые доказательства террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с воскресенья на понедельник. Но это вообще никто не обсуждает. Атака на резиденцию Путина вообще не новость. Кажется, кроме пары спикеров, ее вообще всерьез даже не поднимает никто. Это интересный момент. Когда люди, которые действительно не мыслят своей жизни без Путина, пытаются взывать к народу и обнаруживают, что народу-то в целом плевать. Обсудим это сейчас. Перед этим напомню, в описании есть инструкция, как обходить интернет-блокировки в России. Мы там все собираем, проверяем, обновляем. В общем, посмотрите. Для начала попробуем прикинуть. В России действительно есть несколько тысяч людей, которых способна отправить в больницу с сердечным расстройством сама мысль о том, что с Путиным что-то случится. В него дрон прилетит, или сам с лестницы навернется, или там, не знаю, косточкой подавится. Речь о высшей номенклатуре и приравненной к ней по статусу олигархии, плюс членов их семей. Не все из них способны думать головным мозгом, но спинным точно все понимают. Путин – живой человек, из плоти и крови, на 8-м десятке лет, и каждый день для него может стать последним. По любой непредсказуемой причине. Человек – существо нестабильное. Мы можем пережить авиакатастрофу, поломавшись во всех местах сразу, и выздороветь. А можем просто перестать дышать во сне, хотя накануне ничего не предвещало. А может и действительно что-то по башке пролетит. Все-таки Путин занят опасным делом, войну ведет, всякое может произойти. И как только что-то из этого всего случится, хоть тромб, хоть дрон, хоть табакерка, мир для вот этих вот нескольких тысяч человек рухнет одним днем. Как только станет известно, что Путина больше нет, в элитах начнется кровавый передел. Настолько бодрая дележка властного наследства, что аресты, выпадания из окон, расстрелы при попытке задержания придется публиковать не отдельными новостями, а сводками. «Медуза» будет каждое утро выпускать карточку. Столько-то арестовали, у столько-то отобрали имущество, столько-то застрелилось. Окончание долгой персоналистской диктатуры, где уничтожены все механизмы передачи власти, где с уходом покойного власти не осталось ни у кого, это всегда страшное время кровавой смуты. Не факт, что люди, ставшие при Путине и благодаря его режиму элитой, заработавшие миллиарды, так это себе прям формулируют. Но интуитивно наверняка понимают, Путин многих в могилу потащит за собой. Ведь все их дворцы, яхты, самолеты, вообще все, что у них есть до тех пор, пока жив Путин. Все их богатство и благополучие особо детям-то не передашь. В какой-то момент придется проснуться от визга смартфона, куда разом пришло 200 сообщений о смерти вождя, и нужно будет доехать до аэропорта раньше, чем спецназ ФСБ доедет к тебе домой. Будучи представителем очень узкой прослойки населения, для которой смерть Путина – личная катастрофа, легко себя убедить, что у остальных россиян все так же. Что люди наши хватаются за сердце при любом намеке, что на вождя кто-то покусился. Но это вообще не так. Для остальных граждан день смерти Путина, по любой причине, будет просто вторником или пятницей, обычным днем недели, когда случилось большое событие, которое все обсуждают. Но за пределами этих обсуждений жизнь не поменялась. Пока в административных зданиях Садового кольца и в поселках Рублево-Успенского шоссе будет разворачиваться игра в кальмара, остальные россияне будут готовить еду, доставлять кофеварки, торговать страховками, рисовать приложения, лечить больных, учить детей, заниматься своими делами. Граждане, сколько ты им не толдычь, что без Путина нет России, прекрасно на интуитивном уровне осознают, с уходом Путина солнце над страной не погаснет, жизнь не закончится. Никогда так не было, чтобы никак не было. Всегда так было, чтобы хоть как-нибудь да было. И после смерти Путина тоже как-нибудь да будет. И происходит тут довольно забавная картина.
Люди, на которых случись что с вождем действительно небо рухнет, пытаются найти такой же ужас и трепет в глазах россиян, для которых ничего не изменится вообще. Какой кошмар, граждане! Настоящие боевые дроны почти попали, где когда-то почти мог быть Путин. Давайте по этому поводу устроим национальный эпилептический припадок. Будем все вместе в соцсетях переживать о волоске, который гипотетически мог упасть с августейшей головы. И истерика эта направлена на общество, существует совершенно в отрыве от событий, которые мы наблюдали 2,5 года назад, например. Тогда совсем не вымышленный дрон, а совершенно реальный Пригожин шел на Москву вместе с дивизией уголовников на бронетехнике. Он не говорил, что собирается повесить Путина и всю его клику аккуратно по фонарным столбам на Новом Арбате. Но из его действий именно вот это и следовало. Такой мятеж не может закончиться выживанием обеих сторон. Проигравший точно помрет. Не надо быть экспертом в политике, истории и боевых действиях. Ни в чем вообще не надо быть экспертом, чтобы это понимать. Мы помним, какой была реакция. Это был Национальный день попкорна. Пожилой мужчина в Ростове, который отчитал вагнеровцев за безобразие, был, похоже, единственным человеком, который вообще хоть как-то возмутился, что вооруженные уголовники захватили город-миллионник и собираются вырезать российское начальство. Остальные граждане смотрели на происходящее как на футбольный матч. Но матч специфический. Типа как между Уэльсом и Исландией. Все болели просто за красивую игру. Ни одна собака не встала на защиту Путина и его режима. Никто не побежал по Москве сколачивать народное ополчение. Никто своими машинами не преграждал дорогу колонне. Даже просто с плакатиком «Защитим Верховного!» никто не вышел. И это когда опасность была реальной, Пригожин был совсем не выдуманный. В далекие довоенные времена в ресторане Twins Garden за углом от нашего офиса подавался сет «Открываем Россию заново». Название его лучшим образом описывает ситуацию, когда наш режим с неизменным удивлением знакомится со своим народом. 25 лет строили систему, главное дело которой — лишить граждан любой политической субъектности. Обрезать вообще любую связь между тем, что люди хотят, и решениями, которые принимаются. Любые выборы в нашей стране — это спецоперация. Не дай бог, какой-нибудь нищий провинциальный регион изберет себе несогласованного губернатора. Это ж провал всей внутренней политической работы. Каждый раз, когда на пути принятого решения встает мнение граждан, над Кремлем повисает призрак революции. Реформа утильсбора пронесет бюджету денег в лучшем случае на канцтовары для аппарата Госдумы. Но решение это, встретившее большое недовольство, становится принципиально довести до конца. Потому что отменить дурацкое и бесполезное решение, встречающее протест, это на языке нашего начальства называется прогиб под давлением. Понятно, что у людей, которым отрезали возможность даже главу поселка на 500 человек избрать, их никто не спрашивает о чем-то более серьезном. Нужна ли гражданам война? Мечтают ли они присоединить к себе руины Покровска? На что стоит тратить деньги? Кто должен представлять граждан в парламенте? Любая политическая дискуссия по любому сущностному вопросу де-факто криминализована. Люди очень хорошо понимают, что всенародная отмена Ларисы Долиной – это предел допустимого. Подо все остальные политические разговоры есть отдельные статьи Уголовного кодекса. Кому экстремизм, кому фейки, кому пропаганда и оправдание. Система сделала все от себя зависящее, чтобы донести до граждан. Мы тут начальство, мы сами все решаем, все деньги в бюджете наши, мы не отчитываемся и мы не ответственны ни перед кем. Будешь лезть в политику, задавать вопросы, как-то активничать, ничего не добьешься и только жизнь себе сломаешь. Причем обе части сообщения одинаково важны. Людей нужно не только запугивать, но и явно демонстрировать им тщетность любых усилий. Вы нам назло избрали себя в Хабаровске губернатора? Думали, фигу нам показывали? Так вот мы его демонстративно закатаем в асфальт, посадим на 10 жизней. Голосуй, не голосуй, все равно получишь известно что. А мы нарисуем себе, что хотим и кого хотим поставим. Граждане не дураки. Приносить бесполезные жертвы не хотят. Плюс-минус никто не считает очередные выборы Путина против Харитонова и Слуцкого взаправду выборами. Не думает, что результат их как-то зависит от реально существующей поддержки. Выборы воспринимаются как процедура переназначения, которую начальство зачем-то проводит для самого себя. Начальству почему-то нравится цифра 87%. Ему принципиально рисовать себе такой уровень поддержки. Ну и ладно, к реальной жизни, реальным гражданам, реальным выборам все это не имеет никакого отношения.
Начальство проводит выборы для себя. Воюет, потому что само так решило. Дружит с кем хочет, ссорится с кем хочет. Само себе назначает врагов и их побеждает. Само себе придумало традиционные ценности. Само объявило проблемы расширения НАТО. Само разглядело нацистский режим в Украине. Когда начальство ввязывалось в очередную ерундовину, оно не спрашивало мнения людей по этому вопросу. Поэтому, когда государство вдруг внезапно ищет народной поддержки, внезапно говорит: «Посмотрите, какой ужас! Нашего любимого президента пытались убить!» Граждане реагируют совершенно ожидаемым образом. Вы, ни у кого не спросив, ввязались в войну. Из-за вашего единоличного решения теперь дроны летают вообще везде. Летели ли дроны в резиденцию Путина или не летели, людям не особо важно. Это война начальства и его проблемы, куда там летят дроны. Невозможно сначала построить непроницаемую стену между гражданами и начальством, а потом ждать от этих самых граждан какого-то сочувствия, поддержки и соучастия. Государство добивалось, чтобы люди самоустранились от политики, и преуспело. Теперь люди не протестуют против Путина, но если завтра по нему действительно что-то прилетит, страдать по этому поводу не будет примерно никто. Страдать будут ровно те, кто сейчас бьется в истерике, закатывает глаза и ищет народного возмущения. А граждане такие: это ваш президент, ваша война, вот сами и разбирайтесь. Пожалуй, во всей этой дурацкой истории ценно именно это – отсутствие реакции. Покушение на президента – это же вообще-то скандал. Это должна быть первая и главная новость. Ролики об этом должны 1 миллион просмотров за 10 минут набирать. Но ничего подобного не происходит. Чем больше официальные лица заламывают руки, тем заметнее, что сделать из этого большой сюжет просто не получается. Потому что люди, которые поставили на Путина свою жизнь, карьеру и богатство, пытаются отыскать сочувствие у тех, кого четверть века последовательно лишали права голоса и выбора. Лишали самой возможности кого-то поддерживать или не поддерживать, потому что поддержкой этой никто не интересовался. Полезно такие истории, как с Пригожиным, как с дронами, вспоминать всякий раз, когда кто-то начинает рассуждать, насколько популярен Путин. Путин – это самоназначенное начальство. Иметь какое-то мнение по его поводу для граждан бессмысленно, а высказывать мнение опасно. Но если начальство перестанет таковым быть по любой причине, не расстроится особо никто, кроме тех несчастных, кому придется переехать с Рублевки в Черный Дельфин. Государство приложило очень много усилий, чтобы воспитать в людях безразличие и апатию. На них стоит власть нашего режима. Но не надо удивляться, что безразличие и апатия работают в обе стороны. Граждане не протестуют против начальства, но и переживать о судьбах начальства не собираются. Дрон в резиденцию? Ну и хер бы с ним. Если чему нас и учит история с Мадуро, кроме того, что в мире без правил быть главой государства теперь небезопаснее, чем последним диссидентом, то учит история это тому, что диктатору, который в один момент потерял силу, рассчитывать совершенно не на кого. Неважно, какие цифры поддержки у него были, как он закатал общество в асфальт репрессиями. Когда за ним придет спецназ или прилетит беспилотник, окажется, что на его защиту не встанет никто. Ни силовики, ни элиты, ни тем более граждане. Жители Венесуэлы сегодня просыпаются без Мадуро, и плюс-минус никто не рвет на себе волосы, включая тех, кто должен был его защищать. И у нас однажды будет так же. До завтра.